Это канал творчества для всей семьи. 12 интересных техник окрашивания. Берем трафаретную плоскую кисть. Кисть должна быть сухой. Постукивающими движениями наношу краску на поверхность. Используем 3-4 цвета. Цвет фона обязателен. С его помощью убираем грубые пятна. Чтобы получились мелкие точечки, кисть должна едва касаться поверхности. Эта ваза под малахит окрашена в этой технике. Натуральную морскую губку предварительно слегка смачиваем водой. Получается интересная текстура. Берем обычную пищевую пленку. В краску стоит добавить воды. В краску добавляю клей ПВА. Газету как следует комкаем. В краску добавляю воду. Загрунтованную белой краской заготовку слегка смачиваю водой. Краски даем стечь в разных направлениях. Берем 3 цвета, добавляем замедлитель для акрила. Он сделает краску более прозрачной. Окрашиваем губкой таким образом, чтобы один цвет по краям немного заходил на другой и образовались плавные переходы. У каждого цвета своя губка.
Теперь окрашиваем сливочным цветом. Он должен немного приглушить цветной слой. Заготовку окрашиваем в нейтральный светлый цвет. Нож держим под определенным углом, чтобы струйка сажи попадала на заготовку. Берем невысокую емкость, в воду добавляем мыло для мытья посуды и краску. Касаться краев емкости не стоит. Снимаем только шапку пузырей и даем подсохнуть. Заготовку окрашиваем в нейтральный светлый цвет. Берем 3-4 цвета и окрашиваем от темного к светлому. Мастихин можно заменить обычной пластиковой карточкой. Между слоями даем краске подсохнуть. На любом этапе работы можно внести коррективы, используя цвет фона. Последний слой самый светлый, у меня серебро. Даю совсем немного подсохнуть, не до конца, и смываю излишки краски влажной салфеткой. Набираю плоской кистью краску, стираю об бумагу часть краски, кисть должна быть почти сухой. Берем лист бумаги и делаем мазки в определенных местах.
Эта техника хорошо смотрится на фактурной поверхности и не только. Темно-коричневую краску сильно развела водой. Я взяла кухонную влажную салфетку, не слишком мокрую. Скрутила валиком и начинаю прокатывать, слегка касаясь поверхности. Прокатывать нужно в разных направлениях. Получилась вот такая интересная текстура, похожая на камень или кожу. Понадобится вот такой стек с бороздками. Грунтую темно-коричневой краской. Окрашиваю красным акриликом и тут же снимаю часть краски стеком с бороздками. Если это видео было для вас полезным, поставьте лайк и напишите несколько слов. Спасибо. Увидимся.